В сирийском Хомсе вновь обострилась обстановка. Вооруженные отряды боевиков устроили погромы и нападения на жителей алавитских и армянских кварталов. Беспорядки начались в алавитском районе Аль-Мухаджирин, а затем перекинулись на армянский квартал города. Паблики, специализирующиеся на ближневосточной тематике, сообщают об убийствах, грабежах, поджогах автомобилей и повреждении имущества, включая школы и больницы. В район были направлены сирийские силы безопасности, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль. По предварительным данным, поводом для вспыхнувших погромов стало убийство суннитской супружеской пары, что и спровоцировало цепную реакцию насилия. На фоне этих событий Сирию охватила новая волна протестов. В ряде регионов, особенно в Латакии, Тартусе, Хомсе, Джабле и окрестных населенных пунктах, алавитские жители вышли на улицы, выражая недовольство как произошедшими нападениями, так и действиями властей. Люди заявляют о росте давления со стороны правительственных структур и связанных с ними вооруженных группировок. Поступают сообщения о нападениях на мирных жителей и о пострадавших. О положении армянских общин пока поступает мало достоверной информации. Но первые сообщения указывают на то, что напряжение сохраняется и в их районах. Параллельно в западных регионах Сирии, в Хаме, Латакии и других городах, продолжаются антиправительственные выступления против нового руководства, связанного с фигурами, которых протестующие называют режимом Джулани. Власти применяют силу для разгона митингов, используя подконтрольные вооруженные формирования. Сообщается о столкновениях между демонстрантами и силовиками, что еще больше накаляет ситуацию. Власти перебрасывают дополнительные силы к побережью, пытаясь стабилизировать растущее недовольство. Официальный представитель сирийского МВД Нуриддин Аль-Баба в ответ на растущую волну критики заявил, что государство не является режимом угнетения, и что нынешние власти, по его словам, пришли с ценностями свободы, справедливости и достоинства. Они продолжают линию прежней партии Баас. Эти заявления были восприняты с недоверием на фоне фактического применения силы против протестующих. Тем временем в Тартусе представители алавитской общины провели демонстрацию, осуждая недавние нападения на алавитские кварталы Хомса. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против нападения местного племени на фоне убийства одной супружеской пары. Протестующие открыто потребовали от властей усилить меры безопасности и обеспечить защиту пострадавших общин, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию межобщинного насилия. Отметим, что до этих событий в СМИ сообщалось, что в центре сирийского города Сувейда вооруженные группы, якобы связанные с Израилем, проехали по городу на автомобилях с изображениями лидера друзской общины в Израиле, шейха Мувафака Тарифа, духовного лидера части друзской общины Хикмета Аль-Хиджри и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ситуация в Сирии остается крайне нестабильной. Внутренние напряженности, межобщинные конфликты и недовольство властью вновь переплелись, превращая происходящее в один из самых серьезных вызовов для Дамаска за последние годы. Несмотря на заявления официальных лиц, протесты продолжаются, а региональные общины требуют защиты и реальных действий по предотвращению дальнейших атак и погромов. Очень важно отметить, что в сложившейся ситуации на стороне алавитов, скорее всего, можно ожидать поддержку ближневосточной державы Израиля, тогда как на стороне режима Джулани в Сирии влияние и поддержка Турции, включая личное участие Эрдогана, остаются значительными. На этом фоне, когда между Турцией и Израилем развивается, пусть и скрытая, борьба за влияние, в медиапространстве появляются тревожные сведения. Аналитическое издание Bloomberg сообщает, что если Турция попытается войти в сектор Газа вопреки воле Израиля, последствия для Анкары могут быть крайне серьезными. Израиль оставит Турцию в пепле. Такие новостные заголовки в совокупности свидетельствуют о том, что действия Турции рассматриваются как прямое нарушение границ и серьезная угроза безопасности Израиля. Отмечается, что Турция готова направить несколько тысяч военнослужащих в поддерживаемые США силы с мусульманским большинством в секторе Газа, сообщили турецкие официальные лица, знакомые с ситуацией, несмотря на явное противодействие Израиля. По словам источников,
Вашингтон в целом поддерживает участие Турции в международных стабилизационных силах, продвигаемых администрацией Дональда Трампа, после того, как Анкара вместе с Египтом и Катаром содействовала заключению перемирия в Газе в прошлом месяце. При этом Турция ожидает, что США ограничат военные действия Израиля на территории анклава до полного развертывания международного контингента. Предполагаемое развертывание включало бы боевые и инженерные подразделения. А Турция настаивает, чтобы Израиль не использовал силу против международных сил после их ввода в сектор Газа. Неясно, каким образом Турция сможет присоединиться к этим силам без согласия Израиля, поскольку участие Анкары рассматривается как ключевой элемент плана администрации США по превращению временного перемирия в стабильное соглашение. Турецкое руководство надеется, что при давлении со стороны США Израиль может смягчить свою позицию, хотя пока признаков готовности к этому нет. Напряженность между странами усилилась после атаки Хамаса на Израиль в 2023 году и последующей войны в Газе. Израиль обвиняет Турцию в поддержке палестинской группировки, в то время как Анкара выражает возмущение масштабом гибели мирного населения в секторе Газа. Турция под руководством Эрдогана заняла враждебную позицию по отношению к Израилю, заявил министр иностранных дел Израиля Гидон Саар, имея в виду президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана. Поэтому для нас неприемлемо позволять их вооруженным силам войти в сектор Газа. Мы на это не согласны и сообщили об этом нашим американским партнерам. По информации высокопоставленного представителя администрации США, Турция выразила интерес к участию в миссии наряду с другими странами. При этом официальный источник не уточнил, поддерживают ли США конкретно этот шаг. Ожидается, что в состав сил могут войти такие страны, как Индонезия, Пакистан и Азербайджан. Они должны будут обеспечивать порядок во время вывода израильской армии из сектора Газа и формирования временного правительства. Перед тем, как подтвердить отправку войск, Турция и другие страны требуют от США ограничения продолжающихся военных ударов Израиля по анклаву и уточнения мандата международной миссии. По данным Хамаса, Израиль убил около 300 палестинцев с начала действия перемирия 10 октября. При этом израильские власти заявляют, что действуют в ответ на нападения на своих военнослужащих. На этом фоне Израиль совместно с ОАЭ возродил железнодорожный проект «Дорога мира», который соединит Персидский залив со Средиземным морем. По данным местных СМИ, турецкие и французские официальные лица оказывают давление на США, чтобы маршрут пролегал через Сирию и Ливан. Проект был возобновлен после визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Белый дом. По данным источников, министр транспорта Израиля Мири Регев на прошлой неделе тайно посетила ОАЭ для обсуждения проекта. Кроме того, в своих соцсетях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в связи с заявлением исламского джихада о находке останков одного из погибших заложников, Израиль крайне серьезно относится к задержке их немедленной передачи. Речь идет о еще одном нарушении соглашения. Израиль требует незамедлительного возвращения останков 3 погибших заложников, которые все еще удерживаются в секторе Газа. Помимо этого, Белый дом опубликовал информационный документ под заголовком «Признание некоторых отделений братьев-мусульман иностранными террористическими организациями и специально определенными глобальными террористами». В нем сообщается о запуске процедуры включения отдельных подразделений движения «Братья-мусульмане» в списке иностранных террористических организаций и особо опасных глобальных террористов. Согласно документу, президент Дональд Трамп поручил Госдепартаменту и Министерству финансов провести юридическую проверку и подготовить решение по включению указанных структур в санкционные списки США. Также отмечается, что оба ведомства должны завершить необходимые юридические процедуры и утвердить постановление в течение 30 дней. Ситуация в регионе остается крайне напряженной. Сочетание международных силовых инициатив, внутренних конфликтов и дипломатического давления создает сложный политический ландшафт, который требует внимательного наблюдения.
Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых важных и актуальных новостей мира и Ближнего Востока.